Кто из нас не мечтал иметь домик у моря? Как мы с нетерпением ждем отпуска, чтобы съездить на море и насладиться ярким солнышком и пенными волнами. Но многие моря на нашей планете не так приветливы и ласковы, как кажутся на первый взгляд. Огромные ядовитые медузы, подводные хищники, необъяснимые явления, опасные течения – это лишь малая часть возможных причин, по которым вам не захочется купаться в большинстве морей. Саргассово море. Это море занимает площадь более 6 миллионов квадратных километров и окружено Атлантическим океаном. На море практически отсутствует ветер из-за того, что море расположено в зоне высокого атмосферного давления. Именно поэтому здесь пропало немало судов, которые просто не могли сдвинуться с места из-за полного штиля. Также ловушкой для кораблей становятся огромные плантации водорослей, которые затрудняют движение судна. Еще это море получило недобрую славу, ведь оно находится в таинственной зоне Бермудского треугольника, в котором пропало много кораблей и самолетов. Многие мореплаватели и по сей день стараются обходить это место стороной. Карибское море. У большинства людей Карибское море ассоциируется с волшебной природой и бирюзовой водой. Это просто рай на земле. Здесь множество современных курортов, невероятно красивые ландшафты, окутанные тайнами и легендами о пиратах. Но всегда нужно быть начеку, ведь в Карибском море насчитывается более 600 видов представителей морской флоры. Здесь вы сможете наткнуться на ядовитых физалий. Эти существа выглядят невероятно, они переливаются множеством цветов и похожи на огромные пузыри. Но не вздумайте дотрагиваться до этих необычных созданий. Тут же получите дозу токсинов, которые впрыскиваются в кожу. Яд физалий очень похож на яд кобры. Тиморское море. Тиморское море занимает площадь около 430 тысяч квадратных километров. Оно омывает остров Тимор, часть Австралии и берега Индонезии. Акватория моря находится в зоне раскола тектонических плит. Именно поэтому глубина его не превышает 250 метров. Единственное место с огромной глубиной – это Тиморский жолоб, глубиной 3300 метров. Это наиболее подходящее место для зарождения сильных тайфунов. От бушующего циклона Трейси в 1974 году серьезно пострадал город Дарвин, а в 2017 году циклон Фрэнсис поразил всех своей мощью. Порывы ветра достигали 120 км в час. Такие погодные явления серьезно сказываются на работе нефтеперерабатывающих предприятий. Когда приближается ураган, всех сотрудников срочно эвакуируют на материк. Море Ирмингера. Занимает площадь около 780 тысяч квадратных километров. Это море известно своими мощнейшими бурями. В северной части моря пересекаются холодные и теплые течения. Именно поэтому здесь находится самая ветреная полоса соленой воды. Море Ирмингера по праву считается одним из самых штормовых мест нашей планеты. Океанологи особенно тщательно изучают это место из-за мощнейших течений и сильнейших ураганов. Еще ученых привлекает сложная топография морского дна. Особенно привлекло их внимание необычное явление – водопад, находящийся на дне Датского пролива высотой 4000 метров. По своей мощности этот подводный водопад превышает Ниагарский. Мертвое море. Мертвое море омывает берега Израиля, Палестины и Иордании. Оно расположено ниже уровня Мирового океана на 430 метров. Показатели минеральных солей здесь почти в 9 раз больше, чем в Средиземном море – 350 грамм на литр воды. Именно поэтому в Мертвом море нет живых существ. Это море идеально для оздоровления, но не все так просто. Вы можете получить ожоги, находясь более 20 минут в воде.
Также ни в коем случае нельзя глотать воду из Мертвого моря. Рискуете получить отравление и проблемы с органами мочевыделительной системы и сердечно-сосудистой. Еще одна серьезная проблема – внезапно образовывающиеся провалы береговой зоны, которые невозможно спрогнозировать или угадать. Южно-Китайское море. Южно-Китайское море представляет собой огромный водоем площадью более 3,5 миллионов квадратных километров. Находится оно между Индонезией, Филиппинами, Брунеем и Индокитаем. Это море таит в себе угрозу в виде медуз, которых называют морские осы. Эти существа практически невидимы в воде, но их щупальцы полны сильнейшего яда нейротоксина. Зимой в море бушуют обратные течения, перпендикулярные берегу. Эти течения настолько сильны, что с ними не справится даже опытный пловец. Здесь часто бывают ураганы, которые влекут за собой огромные волны высотой до 4 метров. В 2017 году серьезный удар нанес тайфун Дамри. Скорость ветра достигала более 110 км в час. Особенно пострадали крыши зданий, которые разлетались на мелкие кусочки. Черное море. Черное море является самым молодым морем на Земле. Его возраст 8000 лет. Каждый год на побережье Черного моря приезжают тысячи туристов с разных уголков планеты, которые и не догадываются, насколько оно опасно. Уже начиная с глубины в 200 метров находится толща сероводорода, которая весьма токсична. Именно поэтому только некоторые бактерии могут существовать на большой глубине. Все морские жители обитают в верхних слоях Черного моря, а практически 90% всего моря безжизненно. Черное море довольно спокойное, но имеет два мощнейших кругообразных течения, которые называются очками Книповича. Черное море отличается необычной структурой. Оно имеет несколько разных слоев, которые никогда не перемешиваются. Именно в верхнем слое, который богат кислородом, и обитают практически все живые существа. Его высота равна приблизительно 50 метрам. Так как Черное море почти изолировано от Мирового океана, уровень сероводорода здесь очень высок. Когда начинается сильный шторм, пары сероводорода могут подниматься на поверхность. Это очень опасно, ведь контактируя с воздухом, сероводород может спровоцировать мощный взрыв. Если такой взрыв произойдет, он будет эквивалентен падению астероида весом в половину Луны. Черноморский регион отличается повышенной сейсмической активностью. Сильное землетрясение может спровоцировать выброс огромного количества токсичных веществ, что в свою очередь вызовет кислотные дожди. Тысячи людей погибнут в такой катастрофе, а остальным придется переселиться подальше от моря. На известном курорте Коблева однажды произошел выброс ядовитых газов. Тогда погибло более 100 тонн рыбы. Максимум сероводорода находится на глубине в 200 метров. Там его уровень равен почти 10 мг на литр воды. По приблизительным подсчетам ученых, количество сероводорода в Черном море составляет более 3 миллиардов тонн. Это намного больше, чем в любом другом море нашей планеты. Еще одни исследования показали, что в Черном море содержится и огромное количество метана. Этот газ довольно редко выходит на поверхность, но все же случаи отравления морских обитателей были зафиксированы. В 1927 году после Крымского землетрясения газовое облако вырвалось на поверхность. Свидетели этого явления ощущали сильный запах сероводорода и видели огромное пламя над морем. Во время землетрясения была еще и гроза. Именно из-за нее произошло возгорание. Откуда же в Черном море огромное количество сероводорода? Некоторые ученые утверждают, что сероводород выделяется из разломов земной коры на самом дне Черного моря. Другие ученые считают, что сероводород в большом количестве образуется из-за гниения на дне органических останков. А так как циркуляция воды здесь довольно плохая, он там накапливается. Ученые полагают, что вред может наносить еще и органика Днепра,
Днепра, Дуная и других притоков Черного моря. Еще одна версия высокой концентрации сероводорода – наличие анаэробных сульфат-редуцирующих бактерий. На сегодняшний день специалисты, которые изучают эту проблему, весьма обеспокоены, ведь случаи выхода газов на поверхность участилось. Такие явления могут быть опасны как и для обитателей Черного моря, так и для жителей всего Черноморского побережья. Интересным вариантом решения этой проблемы был вариант использования сероводорода в качестве источника электроэнергии. Но, видимо, как это сделать, еще не придумали. Отдыхайте с умом. Не заплывайте далеко, а лучше плавайте вдоль берега. Любой водоем может быть опасен. Не стоит забывать об этом. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.